Планету захлестнули новые катаклизмы. Экстремальные ливни, град и наводнения в Китае, смерчи в Краснодарском крае, извержение вулкана Марапи в Индонезии, а также масштабные наводнения и оползни в Индии. Это лишь малая часть событий за последние сутки. Подробности в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Вчера сразу несколько китайских провинций охватила экстремальная погода. Далянь, крупный портовый город на северо-востоке Китая, оказался в эпицентре мощного ливневого паводка, вызванного сильными осадками. Согласно данным метеостанций, за первый час выпало 96 мм, а общий объем за сутки превысил 200 мм в центральных районах города. Это количество, которое значительно выше нормы сентября, вызвало переполнение ливневых систем. Вода быстро затопила ключевые улицы и прибрежные зоны, превратив их в бурные реки. Под водой оказались портовые сооружения, торговые центры и нижние этажи в жилых комплексах. Местные жители сообщают, что такого количества осадков за последние 20 лет в Даляне не наблюдали. Паводок буквально парализовал город, десятки улиц оказались под водой, движение общественного транспорта остановилось. По предварительным оценкам, подтоплено более 5000 домов и 2000 автомобилей. Ущерб сельскому хозяйству в окрестностях Даляня оценивается в миллионы юаней. Из опасных зон было эвакуировано около 10 тысяч человек в временные убежища. Власти Лианина объявили чрезвычайную ситуацию, направив спасательные службы в составе более 2000 человек на откачку воды и эвакуацию местных жителей. Серьезные подтопления вчера возникли и в Чэнду. На западные районы обрушился мощный ливень, который за 6 часов принес рекордные 243 мм осадков. Это привело к значительным затоплениям улиц, подтоплению низин и временным перебоям в работе транспорта. По данным китайского метеорологического бюро, интенсивный дождь сопровождался грозами и сильным ветром. Под водой оказались жилые комплексы и коммерческие зоны, в некоторых местах вода проникла в подвалы. Неожиданная сильная гроза с обильным градом ударила по уезду Чжуони в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Гроза началась около полудня и продолжалась несколько часов, в основном охватив центральные и южные части уезда Чжуони, расположенного в префектуре Линьянь. Температура воздуха при этом упала до 6 градусов по Цельсию. Град покрыл землю слоем от 10 до 15 сантиметров, а отдельные градины достигали 8-10 сантиметров в диаметре. Китайское метеорологическое бюро классифицировало событие как тяжелую конвективную грозу с высоким риском для инфраструктуры. Град сопровождался сильным ветром до 50-60 км в час и кратковременными ливнями, что привело к локальным обрывам линий электропередач и скоплению воды на дорогах. В уезде Чжуони, где преобладают сельскохозяйственные угодья и пастбища, град повредил посевы кукурузы, пшеницы и овощей на сотнях гектаров. Толщина градового покрова за городом в низинах достигала 20 сантиметров. В результате непогоды в Чжуони без электричества временно остались несколько сел, от града пострадали сотни автомобилей и крыши домов. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в миллионы юаней. По данным местных властей, обошлось без серьезных травм и жертв. Эксперты связывают увеличение частоты таких событий с глобальным потеплением, которое усиливает конвективные процессы в атмосфере. Экстремальные ливни обрушились вчера и на город Лахэ в центральной провинции Хэнань. Всего за 2 часа выпало 153 мм осадков, что превысило месячную норму, улицы города превратились в бурные реки. По данным китайской метеорологической службы, город, расположенный в бассейне реки Хуайхэ, оказался в эпицентре конвективной грозы, сопровождавшейся порывистым ветром скоростью до 50 км в час. Вода быстро заполнила низины,
на центральных улицах уровень поднялся до 1–1,5 метров. Наводнение затопило более 2000 домов, коммерческих помещений и ферм, вызвав перебои в электроснабжении и водоснабжении. Транспортное сообщение оказалось парализовано. Несколько мостов через реку Лахэ были закрыты, высокоскоростные поезда задержаны. Правительство Хэнани объявило чрезвычайную ситуацию, направив спасателей и экстренные службы для стабилизации обстановки. Из пострадавших районов было эвакуировано около 5000 человек, их разместили во временных убежищах. По предварительным данным, пострадали десятки человек, у них в основном ушибы и переохлаждение, но обошлось без жертв. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Два водяных смерча образовались вчера в Черном море вблизи поселка Новомихайловский Туапсинского района. По данным Краснодарского гидрометцентра, смерчи сформировались в условиях высокой влажности и неустойчивой атмосферы, вызванной взаимодействием теплого морского воздуха с холодным фронтом. Интенсивность осадков в районе достигала 30–40 мм за час, а порывы ветра доходили до 50 км в час. Вихри прошли вдали от побережья и растворились над морем через 20–25 минут. Метеорологи прогнозируют локальные дожди и грозы в Туапсинском районе до 19 сентября. Сохраняется и риск возникновения новых смерчей из-за высокой влажности. На прошлой неделе, примерно с 9 по 12 сентября, в прибрежных водах египетской Хургады и соседнего курорта Макади-Бэй была замечена повышенная активность акул, что привело к временному закрытию пляжей у 10 отелей. Туристы сообщили о наблюдении морских хищников недалеко от берега, что вызвало панику и оперативные меры со стороны администрации. Власти ввели запрет на купание в море на 3 дня, проводя патрулирование и мониторинг акватории. Эксперты предполагают, что акулы, такие как тигровые или бычьи, могли приблизиться к берегу из-за миграции или привлечения рыбой. К счастью, нападений на людей не зафиксировано. Ограничения коснулись только купания в открытом море, прибрежные зоны оставались доступны для посещения. По состоянию на 17 сентября пляжи открыты 3-й день, ситуация стабилизировалась. Около полудня 16 сентября на вулкане Марапи произошло мощное извержение. По данным Центра вулканологии и геологической опасности Индонезии, произошел выброс белого и серого пепла с интенсивностью, превышающей обычные параметры. При этом столб пепла поднялся на высоту до 1,5–2 километров над кратером и протянулся в северо-восточном направлении. Продолжительность извержения составила около 4–5 минут. Шлейф пепла распространился на несколько километров, достигнув близлежащей деревни Рубаи и Гоба-Кумантианг, а также города Букитинги и Паданг-Панджанг. На фоне начавшегося пеплопада возникли временные перебои в движении транспорта, также аэропорт Минангкабау в Паданге на несколько часов приостановил все полеты. Уровень вулканической опасности остается на 2-й отметке с запретом на приближение ближе, чем на 3 километра к кратеру Вербек. Ситуация с грузовиком, перевозившим прохладительные напитки и угодившим в образовавшийся под ним провал на востоке Мехико в районе Реновасьон, получила продолжение. Изначально дыра появилась из-за переполнения дренажных систем после ночных ливней, которые принесли до 150 мм осадков за несколько часов. На момент инцидента провал имел размеры 7 метров в ширину, 12 метров в длину и 8 метров в глубину. К полудню провал под влиянием продолжающихся дождей и проседания почвы увеличился, достигнув 15 метров в диаметре и 10 метров в глубину. Это привело к угрозе обвала близлежащих зданий, трещины появились на фасадах 3 жилых домов. Увеличение провала заставило эвакуировать 20 жителей из этих домов. Эвакуированные размещены в временных убежищах в школе неподалеку.
В месте обрушения оцеплена зона радиусом 200 метров, коммунальные службы отключили газ и электричество. Группа касаток окружила и атаковала 12-метровую туристическую яхту в водах у побережья Португалии, что привело к ее быстрому затоплению. Инцидент произошел 13 сентября недалеко от пляжа Фонте-да-Телья у Коста-да-Капарика в районе Лиссабона. Стая морских хищников более часа преследовала прогулочное судно и периодически его атаковала. В конце концов касатки добили своего, в борту яхты образовалась солидная пробоина. 4 человека, находившиеся на борту судна, подали сигнал бедствия и перебрались на верхнюю палубу. Благодаря своевременным действиям спасателей экипаж остался жив, а вот сама яхта отправилась на дно. Это уже 3-я потопленная яхта в португальских водах за последние годы, и это вызывает обеспокоенность среди моряков и ученых. Касатки, в основном из иберийской стаи, целенаправленно атакуют рули малых судов, часто уходя после их повреждения. Некоторые ученые предполагают, что данное поведение – это игровая мода, распространившаяся в стае раненой самкой. Есть и другие теории, например, любопытство или стресс от судоходства. Нападений на людей не зафиксировано, но количество инцидентов растет. Лесной пожар Dalr Lake Fire, бушующий в национальном лесу Бриджер-Титон на северо-западе Вайоминга, охватил площадь 19 408 гектаров и остается значительной угрозой для региона. По данным службы лесного хозяйства США, огонь, начавшийся от удара молнии еще в конце августа, продолжает распространяться по труднодоступной местности, включая Бриджерскую пустошь, где применение тяжелой техники ограничено. Пожар привел к закрытию целого ряда дорог и троп, а также к эвакуации нескольких населенных пунктов. Хотя локализация пожара уже достигла 56%, он все еще продолжает распространяться на новые территории благодаря ветру и сухой погоде. Российские орнитологи в Антарктиде, в районе российской исследовательской станции «Мирный», спасли детеныша императорского пингвина из ледяного капкана. После сильного урагана они заметили торчащий над поверхностью снега клюв пингвиненка, попавшего фактически в ледяную западню. Самостоятельно детеныш выбраться не мог, так как от тепла его тела снег подтаял и превратился в ледяную скорлупу. Полярники освободили малыша и помогли ему вернуться к сородичам. Сильный ливень обрушился вчера на город Дехрадун, столицу индийского штата Уттараханд. По данным Индийской метеорологической службы, дожди сопровождались грозами и порывистым ветром до 40 км в час. Ливень продолжался несколько часов с пиковой интенсивностью около 100 мм осадков за 3 часа. Это на 150% выше сентябрьской нормы для города. Наводнение затронуло несколько районов Дехрадуна, включая Сахастрадхару, Викаснагар и Райпур. Подтоплены десятки домов, повреждены дороги и линии электропередач. В сельской местности пострадали посевы риса и овощей. По предварительным оценкам, ущерб инфраструктуре оценивается в миллионы рупий. В Сахастрадхаре временно закрыты туристические объекты, а доступ к реке ограничен. По данным местных властей, по меньшей мере 2 человека пропали после того, как бурный поток реки смыл трактор с тележкой. Сообщается, что в тележке находилось не менее 5 человек, 3 были спасены местными жителями и спасателями, но 2, мужчина и женщина, остаются пропавшими. Власти штата Уттараханд задействовали национальные и государственные силы реагирования на стихийные бедствия, которые проводят поисково-спасательные операции в Сахастрадхаре и Викаснагаре. В операции задействованы около 100 спасателей. Индийская метеорологическая служба выпустила оранжевый уровень предупреждения для Дехрадуна и соседних районов, призвав жителей избегать рек и склонов из-за риска оползней. В районе Пантакхати города Шимлу
столице штата Химачал-Прадеш, произошел внезапный провал грунта на дороге, вызванный обильными муссонными дождями. Дожди, продолжавшиеся с 15 сентября, принесли до 100 мм осадков за сутки. На окраине Шимлы обрушился участок дороги, ведущий к местным жилым комплексам. Провал грунта привел к образованию трещин в фундаментах нескольких многоэтажных зданий. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, эвакуация началась немедленно после обнаружения трещин в зданиях. Около 40 жителей из 4 домов были перемещены в местные школы и общественные центры. Власти также перекрыли доступ к дороге в Пантакхате. Местные жители связывают инцидент с продолжающимся строительством четырехполосной трассы Кайтлигат-Халли на национальном шоссе 5, которое, по их словам, подорвало стабильность склонов. Это не первый подобный случай в Шимле. 30 июня 2025 года в районе Пхатакуфер обрушилось 5-этажное здание из-за аналогичного оползня, вызванного строительством той же трассы. Тогда эвакуация накануне предотвратила жертвы, но местные жители продолжают обвинять Национальное управление автомобильных дорог Индии и подрядчиков в неграмотной вырубке скал. Местные жители, включая главу Пантакхати, утверждают, что неоднократно предупреждали Национальное управление автомобильных дорог Индии о рисках. Скалы резали без учета геологии, а дожди довершили дело. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.